Доброе утро всем. 08:06. Стоим на границе. В общем-то, можно было ее и вчера пересекать. Первый раз мы не знали. В следующий раз будем так и делать. Прибыли мы сюда начало 4-го. По светлу можно было пересекать и до Закопан добираться свободно. Сходили пешком, посмотрели, пусто. Легковиков вообще не было очереди. Думаем же утром, чтобы по светлу, чтобы затемно не затягивать. Подъезжаем сюда, здесь вот. Гостиницу-то мы тоже заказали. И гостиницу там заказали с сегодняшнего дня. Короче, вот так. Стоим. Что будет и сколько стоять будем, не знаем. Ну, вроде бы небольшая очередь. Вот заправка мото здесь. Заправка ока напротив, кто ориентируется. Вот мы как раз здесь и стоим. Посмотрим по времени, сколько займет. Skiwanym środkom wspieramy Leski Szpital. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, aby... Борьба за место. Главное, оказывается, здесь еще, если проморгаешь, можешь стоять еще дольше. С другой полосы лезут сюда, в наглую. Уже разборки были небольшие, мужчина выходил, поэтому здесь тоже как бы расслаблять булки не стоит. Но пробираемся, подбираемся. Уже проехали вот 8:13 за 10 минут, несколько 5 метров сделали, нормально, но недалеко, слава богу. Две газельки идут на Европу. Немного ржавенькие, гнилые, помятые, но идут, что-то везут. Сзади, кстати, Жигуль. Семерочка тоже выезжает. Вот. Тоже в Европу едет. Ну, конечно. Все советские автомобили тоже ездят по европейским дорогам. Нормально. И их выпускают. Ну, просто машинам уже больше 30 лет. Короче, так хорошо двигались. Тут, видно, таможенник решил домой съездить покушать. Вот на велике едет. Ну и все, ждем. Встали. Ступор. Давай! Недолго, друг. Покушал и назад. Бо люди здесь уже по 10 сигарет уже скурили. Уже познакомились. Сейчас начнут в домино, в карты играть. Ну, да. Хорошо, хоть погода позволяет, не Все жарко. друг друга знают, наверное. Сейчас бутерброды нарезать начнут. Просто на границе нашествие мотоциклистов на ежаках. Паспорт дай. Отойди. МТ, ежаки. Вот. Там впереди гудит еще. Короче, вот так люди даже на мотоциклах переезжают нормально границу. Прикол. Еще и без очереди, льготное, наверное, пересечение на советских мотоциклах. Почти 12 часов пересекли границу, польские дороги. Страшно ехать. Блин, совсем другая планета, другая инфраструктура. Вот что значит Европа. Супер, вообще все супер. Разметка поющая. Знаки. Тут главное не нарушать, потому что штрафы большие. И маневрировать здесь не придется уже. Едешь себе по своей полосе, не беспокоишься о каких-то маневрах и объезд ям. Мосты в идеальнейшем состоянии, видно, даже из-под него не нужно заезжать на мост. Ограничение по скорости 100. Ну ничего, у нас в населенных так люди ходят. А, здесь просто вот сбавляй скорость, потому что какие-то ведутся, видно, работы. Ну смотри, не ведром же отгородили, как у нас. Смотри, какие. Євростандарт. Це Європа.
Нормально поляки здесь ходят, тоже 130-140 валят местные. Сразу ехал 90, потом думаю, вот, еду 130, меня обгоняет, как стоячего. Фордик. Наших сразу видно, вон впереди, наверное, уже не видите в тумане. Hyundai Tucson пошел. Тоже номера наши. Я иду сейчас 145, вот. Не знаю, сколько он пошел, наверное, 170. И левый ряд, чисто левый ряд. Это наши люди. Зачем правый? Левый, левый. Красавчик. Но правда по этой дороге едешь уже 130 и смотришь на спидометр. Такое впечатление, что стоишь. Тоже такие дороги не очень выгодные. Не хватает спидометра. Фуры тоже где-то 110-120 законных. Так, надо по-европейски занимать правый ряд. Только что БМВ пролетела, не успел включить камеру на львовских номерах. Наверное, километров 200 в час прошел. Наши показывают, как нужно ездить по европейским дорогам. Полякам нужно учиться. Они вот ползают. На таких нищих машинках. Наши, если едут, то на нормальных гонках. Населенные пункты такие бывают участками и закрыты шумоуловителями, шумоподавителями, такими изоляторами шума от трассы. Но все для людей. Посмотрите домики. Приятно просто глазу глянуть. Люди живут обычные. Это ж не аллигаторы здесь, не олигархи. Крестьянин, рабочий, столевар, слесарь-плотник. И вот так они едут. 110. А наши спешат жить. Давайте быстрее, наши давят сзади. Наши сзади давят. Поляки, уходите с дороги. Мы всего лишь 130 едем.
дороги с двух сторон. Сетки. Все продумано. На такой скорости, если, конечно, какое-то животное попадет, это будет фура за фурой. Погода капец. Ехать невозможно. Но опять же средняя скорость. Там, блин, 120, наверное, средняя. Сейчас уменьшилось. Просто невозможно. Такой туман поднимают фуры. И одна за одной идут и идут. Вот такая погода. Знали, куда ехали. Зима пришла. Понятно, уже не полетишь. Капец. Капец, просто молоко. В молоко едешь. Красиво. Но комфортно ехать. Нормально. Даже в такую погоду по незнакомой дороге комфортно, знаки, разметка. Пока все хорошо. Тянемся уже за фурами, за двумя, наверное, около получаса, никто не нарушает. Все вереницей сзади, две сплошных, никто не вырывается вперед. Вот такой контраст. Смотрите, уже снега сколько, капец. Из лета приехали в зиму резко. Поднимаемся в горы. Снег чуть-чуть прекратился, туман страшный начался. Зима в разгаре, но температура, наверное, плюсовая. Нормально как раз. Не холодно и со снегом. 0,5 мороза. Нифига не видно. Только разметка поет. Колесо поет на разметке. Блин, поражает воспитанность водителей. Ну, я думаю, наши б уже здесь бы летели, уже пообгоняли. Нормально все было, и не помеха была какая-то погода, условия погодные. Дорога хорошая, летели бы так, что кто так тащился, я не знаю. Отношение друг к другу на дороге. Совсем другое. Ну, понятно, есть. Не без урода, как говорится, в семье. А туман все гуще и гуще. Снега все больше. И больше. А нам еще 33 километра. 33.
дистанцию держат капец. Молодцы, просто поражаюсь. Вот наблюдаю, анализирую. Никто не поддавливает сзади. На хорошем расстоянии. Дороги уже заметаются снегом. Никто не сигналит. Молодцы, конечно. Фу, чтоб не сглазить. Дороги чистятся. Проходил автомобиль один. Такой с лопатой хороший. Вот так. Приехали в зиму. Даже если тупанул, вот только что чуть-чуть я неправильно перестроился, ехал в левой полосе, потом раз крутнул вправо, человеку немного помеху создал. Человек обгонял меня, не смотрел мне из машины, не тыкал, не дули там, не корчил рожицы там, и страшно. Тупо вперед смотрит, я смотрю на него, думаю, сейчас может если что, то махну ему, поизвиняюсь. Вообще ноль. Это менталитет людей, культура вождения на дороге. Классно. Движение по Закопане. Капец, конечно. Две стороны. Едут и едут. Про дороги ничего не говорю, думаю, сами понимаете. Красота, в общем-то. Снежок такой. Как раз в тему снежок. Минуса нету такого сильного, вообще минуса нет, около нуля, но снежок в тему лежит на деревьях, на соснах, на елях, классно. Через 200 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд.